Добрый день, граждане Российской Федерации. Ну, вообще я обращаюсь ко всем людям нашего земного шара. К сожалению, у меня случилась и в нашей семье случилась очень большая беда. И, наверное, многие люди, которые меня знают, хорошо знают нашу семью, увидев меня и услышав, что происходит в нашей семье, будут сейчас очень удивлены. Я, конечно, удивлена не меньше. К сожалению, я раньше никогда не участвовала в таком беспределе, который творится у нас в Красногорске. Раньше никогда не участвовала ни в каких судебных разбирательствах, в уголовных делах. Но, к сожалению, в этом году получилось так, что практически вся моя семья стали уголовниками. Да, не удивляйтесь, мы теперь все уголовники. И хочу вам сказать, что я сейчас сижу дома под домашним арестом. На мне надеты средства, которые контролируют мое передвижение. Я испытала за этот месяц, меня сажали в ВВС. Я целый месяц просидела, меня лишили любых прав, передвижения, разговора с кем-либо, общения. Я не могу выходить на улицу, я не могу работать, меня лишили работы. И даже тот работодатель серьезный, который вел со мной переговоры в течение полгода и хотели, чтобы я к ним вышла на работу. И 22 сентября, я прошу прощения, не смогла к вам выйти на связь. Мы должны были уже с генеральным директором договориться о встрече, чтобы я вышла к ним на работу. Но ситуация такая, что я сейчас уголовница. Я сама не могу понять, это творится со мной, это творится с моей семьей. Многие очень знают нашу семью, семья военнослужащего. Мой муж честно отслужил, он является ветераном военной службы. У нас 2 детей, взрослых, они не пьют, не курят, занимаются спортом. Мы все имеем высшее образование. Что же случилось в нашей семье? 18 сентября в 6 утра, в воскресенье, к нам ломились неизвестные люди в штатском. Нас напугали, соседи напугали наших. И когда мы подошли к двери, муж открыл дверь, на него с кувалдой накинулся неизвестный человек. Муж хотел его остановить, но не смог, потому что в этом году ему сделали операцию на сердце и на легких. Соответственно, операция на сердце – это как состояние после инфаркта. То есть ему создали угрозу жизни. Я, удивившись данной ситуации, испугались мы очень, стала снимать эту ситуацию. Но здесь на меня этот мужчина, неизвестный в штатском, накинулся, выхватил у меня телефон, заломал мне руки за спину. И далее к нему присоединился 2 человек в штатском. Они мне стали заламывать руки, одели наручники и стали сзади выкручивать руки, предоставляя им очень невыносимую боль. Я была в ужасе, это ничего не сказать. Я спрашивала их, кто вы? По какому поводу вообще к нам обратились? Накинулись как бандиты. Люди мне ничего не стали говорить, просто выкручивали руки и кричали, что они задерживают меня. Я, значит, попросила, чтобы они предоставили основания моего задержания. Они сказали, оснований у них нет, что сейчас увезут меня в Следственный комитет города Красногорска, и там будут предъявлять какие-то основания. Значит, люди влетели, не предоставили никаких документов, не предоставили какое-либо постановление. Они вдвоем стали, значит, выкручивать руки, и мне создавали угрозу жизни, потому что вдавили меня в стеклянную дверь, которая у нас высотой фактически 2700. Дверь сошла с петель, и я, честно говоря, переживала, что сейчас она разобьется и просто меня убьет. При этом после них зашел еще один человек, тоже нам неизвестный, и сказал, что я следователь Следственного комитета Красногорска, Дякин. Мой муж тоже был в шоке и говорит, а на каком основании вы действуете?
Он говорит, мы пришли к вам с обыском. Он говорит, хорошо, если обыск, предъявите постановление. Он ему дал постановление на обыск, муж прочитал и ничего не понял, что они должны искать. Он у него переспросил, что вы хотите найти? В самом постановлении было написано судьи Конкишиной, что у нас скрываются орудия, предметы, и вот эти орудия, предметы они должны были найти. Никаких орудий, предметов по закону они должны были по части 4 статьи 182, значит, нам предоставить документы на обыск, и по части 5 статьи 182 обозначить эти предметы, которые они должны искать, для того, чтобы мы их выдали. Соответственно, никаких предметов они ничего не обозначили, а у меня капитан Голобурда, это из полиции был, как мы позже узнали, выхватил мобильное устройство мое, отобрал его. Муж у меня пошел, тоже хотел взять телефон свой, чтобы позвонить и заснять это безобразие. У него следователь Дякин тоже отобрал телефон. Они нам не предоставили никаких бумаг, должны были предоставить копию о выемке, ничего не предоставили. То есть, получается, у нас просто украли телефоны. У меня, у мужа к этому телефону привязан пенсионный счет, так как он является пенсионером. То есть мы не можем пользоваться и деньгами со счета. Никаких подтверждающих документов не дали. Значит, мне ничего не предоставили. Я была раздета, в домашней одежде. То есть у меня были шорты, футболка, я стояла босиком. И я стала спрашивать, зачем вы двое взрослых мужчин, здоровых, мне руки заламываете, я же в наручниках, ничего не объясняете, кто я, что я. Я же никуда не денусь, а вы мне делаете боль. Это же все напоминает садизм. Они мне сказали, одевайтесь и сейчас пройдемте. Я сказала, как я оденусь, если у меня руки сзади в наручниках? Снимите наручники, я спокойно оденусь. Они сказали, не снимем вам наручники. Значит, этот капитан Голобурда ко мне относился очень неуважительно, на «ты». Сказал, ты у меня сейчас пойдешь пешком, босиком и даже не обуешься. В последний момент муж мне смог одеть спортивные штаны, кофту и кроссовки. И при этом присутствовали понятые, консьерж и сосед у нас сверху. Они были в шоке. Консьерж просто трясло. Она им сказала, вы что творите? Вы дайте человеку одеться. Вы дайте, объясните, на каком основании вы задерживаете. Они сказали, мы все объясним в Следственном комитете. Вывели меня вниз. Муж оставался здесь со следователем Дьякиным, а меня капитан Голобурда и второй его помощник из полиции вывели вниз. Там мы стояли, ждали не знаю чего. Там с меня сняли наручники. То есть вот это шоу, все прекратилось. Я у них стала спрашивать, а вы вообще зачем пришли? Что я такого сделала, что вы меня таким диким образом, выводите? Они мне сказали, вас разыскивают. Я говорю, кто разыскивает? Вы находитесь в розыске. Я говорю, в каком розыске? Если он говорит, вы скрываетесь. Я говорю, где скрываюсь? У себя дома? Вы пришли диким образом ко мне домой и схватили меня. Значит, после этого приехала полиция. На меня опять надели наручники, увезли меня в травмпункт, потому что мне нанесли множественные противоправные травмы. Там врач мне не раздевал, так поверхностно посмотрел, где наручники, что болит. Хотя я была вся в синяках. У меня все руки были в синяках, грудь вся была в синяках. Значит, там сняли травмы и отвезли в Следственный комитет, куда пришел и мой муж. В Следственном комитете этот капитан Голобурда стал меня расспрашивать, где у нас находится какая-либо недвижимость и где у нас находятся земельные участки. Я ему сказала, какие земельные участки? Он говорит, у вас муж подполковник запаса, ветеран военной службы. Министерство обороны дает всем земельные участки. Я говорю, а вам какое дело, где у нас, что у нас? После этого подошел следователь Дьякин и сказал, что будем с вами вести следственные действия. Я говорю, позвольте, вы мне сначала предъявите обвинение,
Во-первых, я должна вызвать тогда, договориться с адвокатом. Вот, он говорит, значит, адвокат должен прийти прямо сейчас. Я говорю, я не знала, что вообще такая ситуация может сложиться. Сегодня воскресенье, завтра утром, в понедельник у меня муж поедет, и приедет мой адвокат. Он мне отказал в этом праве, сказал, будет адвокат по назначению. Я говорю, я от него откажусь, потому что я не доверяю Следственному комитету. Вы раньше вели здесь уголовное дело, посадили моего сына в этом году, младшего сына Артема, ни за что. Ввели уголовное дело с нарушениями, с фальсификацией, которую это дело вел следователь Куприянов. Мы отстаивали своего сына, право его на жизнь, потому что его в феврале этого года, 2022 года, незаконно посадили в СИЗО. 11 мая его там избили. Избили так, что он потерял сознание, группа лиц избивала. У него была разбита нижняя челюсть, все корни были видны. Выбит верхний зуб на верхней челюсти. Лицо все отекло, и он терял сознание. Нас следствие не допускало до этого дела. А Артему на самом деле нужно было назначено лечение. Вот отстаивая право на жизнь своего сына, к сожалению, мы его отстояли. Он сейчас находится на лечении в августе. Но когда мы приходили в суд, где говорили, что нельзя задерживать Артему лечение, что это незаконно на основании 41 статьи Конституции, на основании 323 закона о праве наших граждан на оказание медицинской помощи. Нас игнорировали в нашем Красногорском суде. Все жалобы мы подавали на председателя Красногорского суда Лаврову. И когда мы пришли в очередной раз 19 июля в Красногорский городской суд, нам подтвердили, что все дела были переданы в Красногорский городской суд, и до конца недели, то есть до 22 июля, состоится заседание в Красногорском суде по Артему, и его переведут на лечение. Наступает 22 июля, ничего не происходит, соответственно, мы подаем 22 июля всей семьей. Мой старший сын Ярослав, мой муж и я подаем жалобу 541 от 22 июля. Приходим сначала 25 июля в понедельник узнать, есть ли ответ по нашей жалобе. Нам сказали, его нет. И сказали, обращайтесь, так как вы писали жалобу на председателя суда, обращайтесь к ее помощнику. Мы пришли 22 июля, примерно в 14:16, в 14:20 в Красногорский городской суд. Обратились к помощнику председателя суда за ответом на жалобу. Она нам отказала в выдаче ответа, сказала, что жалобу передали другой судье на рассмотрение, Лемешевой. И Лемешеву отправили как раз с 22 отправили, или с 21 июля отправили в отпуск. Мы говорим, что вы нарушаете конституционные права нашего сына. А ранее вы нарушали конституционные права наши, потому что мы по этому уголовному делу выступали как потерпевшая сторона. Нас не допускали до следствия. И в этой жалобе мы отражали, что не нарушайте конституционные права. Вместо того, чтобы нам дать какой-либо ответ, мы даже просили, дайте нам письменный ответ и обоснуйте, например, что вы сегодня не можете, но письменно обоснуйте, почему не можете, но мы должны получить этот ответ. Нам помощник председателя суда сказала, она позвонила сначала председателю суда, потом нам говорит, председатель знает вашу проблему, но ничего не стала решать. Поэтому вызвали судебных приставов, которые пришли к нам и стали требовать, чтобы мы покинули помещение. Мы им стали объяснять, что мы граждане Российской Федерации. Мы действуем на основании законов Российской Федерации. Мы пришли в установленное законом время, в установленное место и к лицам, которые нам должны дать этот ответ. На основании статьи 13
федерального закона 118 о судебных приставах. Судебные приставы не имеют права мешать людям, когда они обращаются за своими нарушенными правами. Они не имеют права мешать, отстаивать нарушенные конституционные права. На основании статьи 11, тоже 118 федерального закона о судебных приставах, они должны защищать участников судебного процесса в здании суда и за его пределами. Мы находились в помещении, в кабинете помощника председателя суда. Мы являлись участниками судебного процесса. И на основании статьи 17 того же федерального закона 118 о судебных приставах судебные приставы не имеют права применять наручники против лиц, даже которые нарушают права, но не несут какой-либо угрозы. А мы не несли угрозы, мы не нарушали права. Мы, участники процесса, отстаивали конституционные свои права и своего сына, которому фактически была угроза жизни. Невзирая на это, председатель дала распоряжение, чтобы нас выкинули из этого кабинета. Судебные приставы, выслушав наши объяснения, значит, один из судебных приставов сказал, что да, я понимаю, что вы отстаиваете свои права, и он обратился сам к помощнику председателя суда и сказал: но выдайте им, пожалуйста, какой-то ответ. Они же требуют на основании конституционного этого права. Помощник председателя сказала: но нет у меня никаких ответов, все к Лемешевой. Мы сказали, что Лемешева находится в отпуске, вы тем самым нарушаете конституционные права. Тогда напишите, что вы их нарушаете, и скажите, когда прийти к Лемешевой, когда это вообще свершится. Мы хотим это зафиксировать. Никто ничего не стал фиксировать. Тот пристав, который посчитал неудобной ситуацию, потому что он понимал, что мы действуем в рамках закона, он вообще ушел из помещения. Далее судебный пристав, да, и хочу отметить, что мы вели аудиосъемку одним из мобильных телефонов, а другим мобильным телефоном мы вели видеосъемку. То есть все зафиксировано, всем все понятно, что происходит. Но сейчас ведутся разбирательства, и никто не хочет слышать нас и рассматривать эти видео и аудиосъемки. Вкратце вам скажу, значит, мы пришли 26 июля в здание Красногорского городского суда, и в 14:32 на основании аудиозаписи мы со старшим сыном Ярославом говорим, что Артема пытают в СИЗО, группа лиц нанесла ему черепно-мозговую травму. У него была потеря сознания, разбита нижняя челюсть, так что были видны корни нижних зубов. На что сотрудник ФСПП, СОП, это у них номерные знаки, номер 20358, старший прапорщик Богдашкин, ответил, что вы обращаетесь по глупым вопросам. Мы с Ярославом объясняем ему, что в нарушении Конституции Российской Федерации нас, потерпевшую сторону свидетелей, ни разу не приглашали в суд на судебные заседания. Поэтому мы пришли и отстаиваем свои законные права. Мы также говорили, что покинем помещение, когда будет зафиксировано нарушены конституционные права. Пристав ответил, что он не фиксирует нарушения. Мы ему ответили, что пришли законом установленное время и место получить ответ, установленный законом на жалобу. Мы пришли к тем, кто должен давать постановление на нашу жалобу. Пристав с номерным знаком 20358 говорит нам, что не обязан выполнять наши законные требования. Тем самым он подтвердил, что не знает статью 13 Федерального закона о судебных приставах. Сотрудник органов принудительного исполнения обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан. Затем мы спросили Богдашкина, что мы такого делаем, что мы должны уйти. Богдашкин ответил нам, что мы мешаем работать.
Тогда мы его спросили, а для кого работают суды? Нам ответил судебный пристав с номерным знаком 20554. Для людей. В 14:36 мы говорим ему, что мы граждане Российской Федерации, мы пришли в суд и хотим получить ответ в установленном законом порядке и времени. После чего в 14:37 аудиозапись 14:32 суд, начальник ФСПП охраны, и видеозапись 14:37 суд не фиксирует нарушения по 125 статье. Судебный пристав с нагрудным знаком 20554 просит у Чекашевой Татьяны Т.А., это как раз помощник председателя Красногорского суда, просит нам дать ответ. Но она отвечает, что у нее нет ответа, что материалы дела переданы судье Лемешевой, которая находится в отпуск, и тем самым нарушается статья 41 Конституции Федерального закона 323 об основах охраны здоровья граждан. В конечном итоге Артем Александрович перевод на лечение затянули практически на 2 месяца после получения экспертизы и 6 месяцев держали в СИЗО Волоколамска. Когда мой сын Ярослав с сестрой стояли в дверях кабинета Чекашевой Татьяны Александровны и даже не приближались к ее рабочему столу, она сказала, примерно это было в 14:38, аудиозапись, что председатель Красногорского суда Лаврова знает нашу проблему, но ничего не стала решать. Затем судебный пристав с нагрудным знаком 20554, испытывая неудобную ситуацию, просто уходит из кабинета. А прапорщик Богдашкин с номерным знаком 20358, положив бумагу и ручку на стол Чекашевой, которая, видимо, мешали ему, стал своей грудью выталкивать моего сына Ярослава, который при этом держал свои руки в своих карманах. Это видно на видеозаписи, сделанной в 15:05. Мы с сестрой говорили ему: не трогайте Ярослава. Ярослав вынужден был поднять правую руку, чтобы удержать равновесие. И, нарушая статью 21 Конституцию, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращения и наказанию. И части 2 статьи 17 Федерального закона 118 о судебных приставах Богдашкин грубо схватил Ярослава за туловище и стал толкать его на стеклянную дверь. Ярослав его несколько раз предупредил, что Богдашкин может разбить стеклянную дверь. Тем самым Богдашкин подверг риску Ярослава, который мог пораниться о разбитую дверь. И в 15:06 видеозапись, 15:05 суд нарушение Конституции. Ярослав говорит Богдашкину: «Зачем вы меня трогаете?» Но Богдашкин уже не контролирует себя. Никого не стал слушать, а вывернул на излом правую руку Ярослава. К нему присоединился Шведов с номерным знаком 325, который вывернул на излом левую руку Ярослава. В этот момент я пыталась стать между Ярославом и Шведовым с номерным знаком 20325, чтобы предотвратить нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона 118 о судебных приставах сотрудниками, чтобы не дать надеть наручники на Ярослава. Затем Шведов крикнул Ярославу: «Лежать!» И они вдвоем с Богдашкиной силой повалили Ярослава на пол и стали надевать наручники на него. Я с сестрой говорила приставам: «Оставьте его, он не тронул вас даже пальцем». Затем оба пристава навалились на Ярослава, и при этом Ярослав им несколько раз акцентировал, что не трогает их, и показывал свои руки. Но они вдвоем надели на него наручники, нанесли множественные ушибы мягких тканей шеи и конечностей, верхних конечностей. И трудоспособность у него была утрачена менее 2 недель, на что есть медицинская карта. Я пыталась освободить своего сына Ярослава, пыталась встать между Ярославом и Шведовым. Но Шведов схватил меня за левую руку и вывернул мне левую руку. Это было зафиксировано на видеозаписи в 15:08. И дальше, в нарушении статьи 21 Конституции, здесь сестра сказала приставам: «Вы применяете силу против людей, которые вас даже пальцем не тронули». Здесь опять пришел судебный пристав с нагрудным знаком 20554, и они вдвоем стали заламывать мне руки. Нанесли множественные осаднения кожных покровов верхних конечностей, ушиб мягких тканей нижней трети левой голени. Из-за этого произошла временная утрата трудоспособности, что отмечено в медицинской карте в травмпункте. Здесь сестра сказала им: «Вы вдвоем против женщины. Вы что, обезумели?
При этом у меня выпали сумка, документы, слетели босоножки, поэтому я была босиком. Также сломали мне очки. Я была просто в шоке от таких действий судебных приставов. Затем в 15:08, тоже отражено на видеозаписи, пошли постановки пришедшего сотрудника с номерным знаком 20554, который говорил на камеру: «Зачем вы кидаетесь на председателя?» Хотя сам хорошо знал, что председатель был вообще в другом помещении, в другом здании, в соседнем. Затем Шведов сказал сестре моей, что она напала на судебного пристава. Хотя моя сестра держала в руках мобильный телефон и непрерывно снимала нападение судебных приставов на нас. Я в этот момент хотела взять свои документы, это зарегистрированные жалобы, которые упали на пол, но судебный пристав Шведов стал рвать их ногами, не давая мне их взять. Это тоже все отражено на записи. Затем Шведов и пристав с номерным знаком 20554 стали кричать сестре: «Зачем вы за оружие хватаетесь?» Хотя у нее руки были заняты, она держала свою сумку и снимала постоянно видео на свой телефон. При этом Шведов спокойно стоял перед сестрой и надевал себе свой значок, а его сестра при этом снимала. Сестра его спрашивала: «Где у вас оружие? За какое оружие я схватила?» Судебный пристав Шведов был в растерянности и не смог ответить, где у него оружие. Затем пришел пристав с номерным знаком 20554 и стал тоже говорить сестре, что она схватилась за оружие, и тоже не мог показать, где находится у него это оружие, хотя руки у сестры были заняты. Вот такие дешевые постановки, слова на камеру используют у нас судебные приставы в зале судебном. Но после этого произошло, что, значит, мы спустились на первый этаж, председатель суда вызвала. Дополнительно еще приехали полицейские в полном обмундировании, следственный комитет. И вот, по сути, 3 приставов, 3 полицейских и еще и следственного комитета следователь, они пытались на нас завести дело. Но когда приехала полиция, разобралась, в чем дело, посмотрела все видеозаписи, они обязали судебных приставов снять наручники с моего сына. И нам предложили проехать в Следственный комитет. Мы приехали в Следственный комитет с одним из полицейских, с Халибуловым. Просидели там в течение 1,5 часов. Значит, полицейский уже не мог дальше ждать. Он уехал. Мы остались там одни. Приехали мы где-то без 15:05 вечера. И уже в 6 часов мы смотрим, все следователи Следственного комитета ушли. Практически никого нет. Я смотрю, у меня стала раздуваться нога. Было подозрение или на перелом, или на трещину в ноге. Я пошла смотреть, есть ли кто в Следственном комитете. Нашла там одного следователя, девушку. Ей сказала, что мы поехали на свидетельствование травм, и мне нужна неотложная помощь. У меня ногу сильно раздуло, что я уже не могла оставаться в обуви. Значит, мы уехали, вот в 18:20 уехали из Следственного комитета. Приехали в травмпункт, там было народу очень много. Простояли в очереди, нас приняли уже где-то в 9-10 часу. После этого мы поехали в Следственный комитет, но двери были все закрыты. Нам пришлось поехать в полицию, и в полиции 26 июля мы сразу подали заявление на незаконные действия судебных приставов. А после этого, значит, мы ждали ответ. Обычно полиция говорит, что рассматривают в течение месяца ответ. Мы потом после 26 июля с сестрой 28 июля, то есть через день, пошли опять в Красногорский городской суд, чтобы подать жалобу опять председателю Красногорского городского суда на судебных приставов, которые на нас напали в здании суда. Нас не пустили, приставы в здание суда. Мы были просто удивлены. Говорим, почему? Они сказали, что это распоряжение председателя Красногорского суда Лавровой. Мы говорим, покажите нам это распоряжение. Они сказали, это устное распоряжение. Мы говорим, и что же нам делать? Они говорят, пишите жалобу. Мы говорим, ну мы и принесли жалобу, мы хотим ее подать.
Они смеются и говорят: а вот как хотите. Мы вернулись домой, решили подать через сайт жалобу, но, к сожалению, через сайт, чтобы подать, там нужно иметь автоматизированную подпись, которой у нас не было. Тогда мы принимаем решение пойти в дополнительное здание. У нас в Красногорском городском суде там 2 здания. Одно здание там рассматривают уголовные дела, другое на Речной там рассматривают административные дела. И решили подать через то здание жалобу. Когда мы туда прошли, судебный пристав сначала нас пропустил, потому что там были другие судебные приставы, которые нас не знают. Потом он посмотрел какое-то там распоряжение, опять подошел к нам и попросил нас выйти. Мы говорим: на каком основании мы должны выйти из суда? Мы пришли подать просто жалобу. Он настаивал, чтобы мы вышли, но здесь стояло очень много народу, люди оглянулись и стали бы очень удивлены, почему нас выставляют из здания суда. Поэтому ему пришлось уйти. Так мы смогли подать жалобу о незаконных действиях судебных приставов. Ответ на жалобу нам дали с нарушением закона, то есть не в 5-дневный срок, а через 13 дней, то есть 4 августа. Хотя у нас шло судебное заседание по нашему младшему сыну и 3 августа, и 4 августа. 3 августа и 4 августа, пока мы сидели в коридоре и ждали судебного заседания, мы также видели в здании суда следователя, которая приезжала, 26 июля, когда вызывала председатель суда Красногорского. Она к нам не подошла, ничего нам не сказала, что, оказывается, там завели уголовное дело, хотя сидела рядом с нами, буквально в 3 метрах от нас. У нас прошло уголовное дело рассмотрения по нашему сыну, мы его спасли, уголовное дело ему сняли. И мы ушли из здания суда и ожидали решения, из полиции, ожидали решения. И когда нас в июле не стали пускать в здание суда, 28-го, мы подали 29 июля жалобу на имя президента Российской Федерации через сайт letters.kremlin.ru. Коллективную жалобу, где описали, что у нас нарушают конституционные законы, нас не пускают в суд. После этой жалобы, где-то через 3 дня, нас стали пускать в суд, но каждый раз, когда мы приходили, пристав всегда сначала нас останавливал. И у нас был все равно, несвободный доступ. Потом проходит некоторое время, приходит, я веду это все разговор к чему, что когда пришли 18 сентября и незаконно так меня захватили, увезли в Следственный комитет. После этого меня посадили в ВВС на сутки, забрали у меня очки. Так как я очень плохо вижу, я просидела целые сутки в ВВС. На следующий день, 19 сентября, провели уголовное заседание, где на данном заседании в суде в Красногорском была судья Андрейкина. Я сказала, что я не доверяю адвокатам, которых назначают по назначению. Я жду своего адвоката, это во-первых. Во-вторых, я ничего не вижу без очков, потому что я сидела в ВВС целые сутки. В ВВС мне очки запретили взять, туда нельзя брать вещи. То есть я фактически была лишена прав знакомиться с документами в этом судебном разбирательстве, что вообще там происходило. Соответственно, я не понимала вообще, по поводу чего это происходит разбирательство, кто потерпевшая сторона. В этом судебном разбирательстве я спросила, кто вообще потерпевший, кто свидетели. Там не присутствовали, оказывается, на судебном разбирательстве ни потерпевший, ни свидетели. Надо мной просто сидели, смеялись. Помощник прокурора, следователь Дякин, помощники судьи Андрейкиной. Я спрашивала, в чем конкретно меня обвиняют. Они мне сказали: в применении насилия. Я говорю: какого насилия? Кому я оказала насилие? Прошло это разбирательство, я ничего не стала подписывать, никакие бумаги, потому что я ничего не видела. Вручили постановление и выкинули меня на улицу
Я вышла на улицу, была полураздетая, на улице шел дождь, было очень холодно. Я была без ключей, без мобильного телефона, вручили только постановление, и все, и я пошла домой. Пришла домой, соответственно, я не могу попасть домой, я вот полдня просидела, здесь прождала. А после этого, значит, мы заключили договор уже с нашим адвокатом. И здесь начались опять интересные вещи твориться. То есть мы пытаемся с адвокатом узнать вообще, попросить дать нам документы основания. Мы пытаемся, чтобы нам дали постановление об обыске, постановление судьи на этот обыск и протокол об обыске. Нам отказывают в выдаче. И мне, и адвокату. Данные документы нам дали только при личной встрече уже 12 октября, и то с трудом. Соответственно, читая эти документы, я вижу, что они основаны на лжи, на фальсификации. Там пишут обстоятельства дела, которые не соответствуют действительности. Следователь не может четко выяснить, дать позицию, в чем я обвиняюсь. Не может четко указать время, когда это происходила ситуация. И вот в таком непонимании я нахожусь до сих пор. Но так как мы подавали жалобы на ранее непроцессуальные действия в Следственном комитете под руководством Каширокова Анатолия Амировича, значит, когда следователь Куприянов вел себя незаконно, с фальсификацией документов, и об этом мы говорили в суде, и эти документы предъявляли, потому что они все были в уголовных делах. Теперь такую же фальсификацию ведет следователь Дякин. Соответственно, мы раньше обращались по всем нарушениям к прокурору Красногорска Молочкову неоднократно. Он выбирает позицию не отвечать на жалобы. Значит, даже жалобы, которые адресованы были ему, он переводит на своих помощников. Соответственно, помощники давали отписку по этим жалобам. Мы опять ему пишем жалобы уже на его помощника, что она дает отписку и не дает какого-то конструктивного решения. И уже по законодательству должен был отвечать бы он, но он выбирает позицию вообще молчания. Соответственно, мы подавали жалобы на эти незаконные действия, когда через президента Российской Федерации 29 июля от администрации президента Российской Федерации эти жалобы были перенаправлены в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет, Федеральную службу судебных приставов, в Минюстиция. Все молчат. Мы написали жалобу повторно 8 августа, опять на имя президента Российской Федерации. Опять были перенаправлены жалобы в Федеральную службу судебных приставов, в Следственный комитет. Все молчат. Уже прошло 3 месяца. Мы напрямую подаем жалобу в прокуратуру Российской Федерации на имя Краснова. Молчит. Мы подаем напрямую жалобу на имя главного судебного пристава Аристова. Он тоже молчит. То есть мы понимаем, что у нас судебная власть, исполнительная власть, законодательная власть, они людей не защищают. Хотя везде указывают, что президент является гарантом наших конституционных прав, что на основании статьи 80 Конституции он защищает наши права. Мой муж уже обратился напрямую. Есть такая функция, что обратиться можно будет к нашему президенту Владимиру Путину через сайт Владимир-Путин.Российская Федерация, все пишется русскими буквами, открытое письмо. Он выложил открытое письмо 19 октября. И называется публикация «Расправа над семьей за уличение непроцессуальных действий должностными лицами Красногорска». Вы можете зайти и увидеть там вкратце, о чем мы пишем. Почему происходит гонение на нашу семью? То есть, по сути, мы защищали конституционные права, мы вообще отстаивали право на жизнь нашему сыну. И защитив это право через 6 месяцев, теперь на нас началось гонение, на моего старшего сына завели уголовное дело.
На меня завели 2 уголовных дела. И теперь любым способом пытаются меня посадить в психиатрический диспансер. Хотя я прошла освидетельствование у психиатра высшей квалификации в стационаре имени Вишневского. Там находятся специалисты очень высокого уровня. И он написал, что у меня нет никаких психиатрических заболеваний. То есть я не понимаю, кому мы дорогу перешли. Очень многие наши знакомые, близкие, люди, которые здесь, соседи у нас проживают, они нас хорошо знают, мы здесь проживаем с 2006 года. Они удивлены, как над нами ведут расправу. Но они к нам подошли и сказали: а вы что, не знаете, что у нас давно в Красногорске Следственный комитет, суд, они ведут себя непроцессуально. Вы зайдите на сайт, вы почитайте на сайте, что пишут люди. В данных жалобах я отражала эти ссылки, о чем пишут люди. Но я всем соседям говорю, я раньше не сталкивалась с этой ситуацией. Я вообще не могла понять, что такое может быть. То есть нарушают грубо наши права. По сути, меня посадили дома, мне сейчас не дают права на голос. Я не могу отстаивать свои права, я не могу никуда обратиться, я не могу работать. Меня оставили без средств существования. Гонение идет на моего старшего сына. Он вынужден был вообще покинуть Россию. Что происходит? Кто меня знает хорошо, вы знаете, вы будете мне звонить, знаю сейчас, на мой телефон. Но телефон мой находится в Следственном комитете. Его у нас украли без подтверждающих документов. Так же, как и телефон моего мужа. Вы можете приехать ко мне домой. Я сижу взаперти. Но вы ко мне можете приехать. Если кто-то может, я знаю очень многих людей, которые занимают очень большое положение здесь, в Москве, в Подмосковье. Вы меня сейчас увидите. Вы знаете, что многие люди находятся в силовых структурах. По роду своей деятельности вы меня сейчас увидите, вы удивитесь. Я сама удивлена, что происходит в нашей семье. Если вы можете, я вас прошу, помогите разрулить эту ситуацию. Мы не можем ее разрулить ни через Генеральную прокуратуру, ни через Следственный комитет. Я пыталась обратиться напрямую к Бастрыкину еще 24 марта. Я приезжала к Следственному комитету. Я звонила в приемную, помощник мне ответил. Расспросил в течение 1,5 часа подробно всю ситуацию, я ему рассказала. Он мне пообещал, что в течение месяца-2 меня пригласят на личную встречу к Бастрыкину. Не пригласили. Через 2 месяца после этого я еще раз звонила этому же помощнику. Он был удивлен, что меня не пригласили. Но я ему акцентировала тогда еще, что в отношении моего сына, младшего Артема, вели незаконное уголовное дело. Ему вменяли мотив, хотели посадить человека, который не был виновен. К сожалению, у нас на данную ситуацию не повлиял ни Бастрыкин, ни президент. В открытом письме мой муж указал, что, к сожалению, у нас нет веры ни во что. Если от президента ушли распоряжения в Следственный комитет, в Федеральную службу судебных приставов, в прокуратуру с обязательством, что они должны рассмотреть это дело и дать ответ, а они игнорируют нашего президента в течение 3 месяцев, ну что могут добиться простые граждане? Страшная ситуация творится, очень страшная. Мой дом еще 7-8 месяцев назад был полон радости, счастья, а сейчас в нем пустота, безработица, вообще непонятно, как дальше жить и вообще, что это происходит. Я вас прошу, все, кто меня узнал, приезжайте ко мне, дозвониться вы не сможете.